Остановитесь. Замрите на мгновение. Это не шум. Это не просто очередное видео. Это священный момент, окутанный звуком и светом, прорывающийся сквозь суету вашего дня одной неоспоримой истиной – это не совпадение. Причина, по которой вы слышите этот голос прямо сейчас, в эту самую секунду истории вашей жизни, заключается в том, что Бог организовал это. Вы были выбраны, чтобы получить это сообщение. Это не случайно. Это не случайно. Это божественный. Тебя вели сюда через ветры, которые ты не мог видеть, решения, которые ты не полностью понимал, и времена года, которые почти сломали тебя. Но даже в тишине, даже в отчаянии Бог писал священный план. Вы не потерялись, вас позиционировали. Среди миллионов, которые бесконечно прокручивают, все еще находясь в ловушке страха и замешательства, ты были выделены. Твой судьба имеет другую инструкцию. Ваше имя было прошептано в небеса. И теперь, что шепотстал голос, этот голос зовет тебя из пустыни и в твой избыток. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. И есть причина, по которой тьма стала гуще прямо сейчас. Потому что враг знал, чудо был рядом. Он знал, что ключ был почти в твоей руке. Он пытался сломать твою веру, утопить твою надежду, обанкротить твой дух, но он потерпел неудачу. Ты все еще здесь. И поскольку ты все еще здесь, ваш завет не истек. Твой обещать все еще стоит дверь-то, что оставалось закрытым, вот-вот широко распахнется, потому что Бог есть немолчаливый больше. Бог говорит: «Я должен сказать это ясно и без колебаний. Вы в одном шаге с того момента, который изменит все. Но ты должна остаться со мной до конца. Не на полпути. Не до первой слезы. Но до последнего слова, потому что урожай, что грядет, нуждается в полной мере откровения. Есть секрет, похороненный в ближайшие несколько минут, которые изменят вашу атмосферу, если вы осмелитесь удержаться. Это больше, чем просто сообщение. Это вызовы. А преобразующий призыв подняться. Выйти из пыли отчаяния. Войти в свое наследование как ребенок божественное богатство, священного благословения, сверхъестественного услуга. То, что вы считали задержкой, было подготовкой. То, что вы считали наказанием, было сохранением. Вас не забыли. Вас скрытый, защищенный, сформированный в тишине для будущего, которое начинается сегодня. Поэтому я прошу вас, не отводите взгляд. Не прокручивайте. Не игнорируйте этот момент. Это не развлечение. Это вечность, касающаяся твоей реальности. Это Божья рука, обращаясь к вашей истории и заявляя: «Я тебя услышал. Я тебя увидел. И теперь время твоей нехватки закончилось. Ты плакал ночью. Ты считал монеты. Ты сомневался в своих ценностях. Но небеса не дрогнули. И теперь чудо началось. Смотрите до последнего слова, потому что прежде чем это закончится, вы узнаете, почему вас выбрали. Твой трансформация уже идет. Ты ведь плакал в тайне, не так ли? Ночи, когда твоя голова опускалась в подушку, не для сна, а чтобы заглушить звук собственной боли. Когда мир видел твою улыбку, но твое сердце дрожал под тяжестью невыразимого страха. Когда ты стоял на грани собственных сил, притворяясь, что все под контролем, а внутри ты ломался. Позволь мне поговорить напрямую с этой версией тебя, Бог, пила каждая слеза. Ни одна не осталась незамеченной. И теперь он отвечает не только утешением, но и чудо, которое переписывает ваше завтра. Вы познали боль от неоплаченных счетов, которые накапливались, словно памятники вашему истощению.
Вы смотрели на пустые счета, задаваясь вопросом, благословение был только для других. Мир сказал тебе, что богатство было для элиты, что избыток был для счастливчиков, что чудеса были мифами, завернутыми в сказки, но они были неправы. Вас никогда не забывали. Вас никогда не дисквалифицировали. Вы всегда были отмечены небесами для наследования. Этот сезон засухи никогда не должен был закончиться. Это был пустыня перед тем, как река. А теперь, послушайте, река начинает течь. Прямо здесь, на выжженной и бесплодной почве вашей нынешней реальности, пробуждается что-то сверхъестественное, точка трансформации под рукой. Чувствуете ли вы это давление в груди? Это тепло, поднимающееся в вашем дух? Это сигнал святого сдвига. Это Бог, заявляя с неудержимой силой: ваш дефицит закончилось. Не сокращено. Не управляется точка над. То, что держало тебя в заложниках, теряет свою хватку. То, что держало тебя маленьким, разбивается вдребезги. То, что задерживало тебя, растворяется. Это тот момент, где ситуация меняется. Вы были никогда не имел в виду оставаться связанным. И боль, которую вы терпели молча, беспокойство об аренде, стыд за то, что не обеспечили постоянные мысленные расчеты, чтобы просто прожить неделю, не была наказанием. Это была подстава. Священная пауза перед раскрытием. Враг пытался заставить вас поверить, что вы недостойны, что ваш Игорь терпел неудачу, что боготдалились. Но ты держался, даже когда веревка обожгла тебе руки. И теперь тебя вытаскивают не случайно, а завет. Видишь ли, обещать однажды произнес в огне может вернуться тщетным. Ты – семя этого обещания. И так же, как семена должны быть захоронены, прежде чем они расцветут, ты тоже был скрыт, невидим, ждал. Но теперь наступает урожай. Теперь наступает раскрытие, ключ был вставлен, дверь разблокируется. И то, что было пустым, перельется через край. Есть деньги, придет то, чего вы не ожидали. Есть благословение, прибыв, что вы не просили. Есть дверь, распахивается то, что вы думали, что навсегда закрыто. Вы не просто восстанавливаетесь, вы вознаграждены. И не потому, что ты это заслужил, а потому, что ты выдержал. Потому что твоя вера осталась, даже когда ты шептал молитвы сквозь стиснутые зубы. Потому что Бог никогда не покидал тебя ни на секунду. Даже в тихие сезоны Он строил что-то священное под землей. И теперь, дети, обещать, эта почва разрушается. Корни вашего судьба проталкиваются сквозь землю. Ваш чудо больше не в пути, это здесь. Чувствуете? Вибрирующее присутствие, электрическое и неподвижное, рука Божья, работая в своей реальности, готовя свое имя для комнат, в которых его никогда не произносили. Подготовка ваших годов для избыток вы никогда не смели себе представить. Сколько ночей вы думали, сможете ли вы когда-нибудь снова вздохнуть спокойно? Сколько утра вы начинали с паники вместо мира? Но послушай, твой плач, возможно, продолжался всю ночь, на радость пришла с утром. Этот самый момент не вымысел, а выполнение. И это значит, что стыд, который вы несли, снимается. Бедность, которая пыталась определить вас, стирается. Борьба, которая преследовала вашу жизнь, осуждается, и она признана виновной в попытке похоронить благословение, которое не может умереть. Вы избраны. Бог выбрал ты. Не просто выжить, а процветать. Не только для оплаты счетов, но и для финансирования богатства королевства. Ты не жертва, ты судно. Носитель божественного наследования. Носитель поколения прорыв. То, что вы прорвете сейчас, будет отдаваться эхом в течение десятилетий.
То, во что вы вступите сейчас, благословит детей, которых вы еще не встретили. Но чтобы получить полностью, вы должны пробудиться. Откройте свое сердце. Поднимите свой вера. Не просто слушайте, полагать. Это не мотивационная речь. Это духовное подтверждение. И прежде чем мы углубимся, мне нужно, чтобы вы совершили кое-что в качестве пророческого поступка. Нравится это видео. Не потому, что я спросил, а потому, что вы утверждаете сообщение. Вы делаете заявление «это для меня». Я принимаю это. Я заявляю о своем прорыве. Этот простой щелчок – ваше согласие с небеса. Это сигнал в сферу духа, что вы готовы. Что вы говорите «да» завет, «да» обещать, «да» урожай. Пауза. Дышите. Чувствуйте, как вес начинает подниматься. Это не совпадение. Это присутствие Бог спускается, окутывая тебя, как теплое одеяло в холод. Это звук разрыва цепи. Звук старой главы, закрывающийся навсегда. Звук окончания дефицита. Вы будете не возвращаться в дни ужаса. Вы будете не возвращаться к ночам мучений. Ты переступил невидимую черту. Ты теперь на территории чудеса. Пусть эти слова запечатлеются в вашей памяти, дух, вы больше не будете нуждаться. Ни мир, ни надежда, ни ресурсы, дверь открыт, ключ повернулась, небеса отступили от вашего имени. Так что оставайся со мной, драгоценная душа. Потому что то, что будет дальше, объяснит, почему произошла задержка, и что ты должен сделать сейчас, получить все, что было приготовлено для вас. Инструкции священны, секрет близко, чудо находится в движении. Не уходи. Мы только начинаем. Позвольте мне рассказать вам реальную историю. Не вымысел. Не притчу. А правду, чудо, рожденный в ледяных ветрах отчаяния и окутанный теплыми руками Бог. Ее зовут Светлана. Женщина, как и многие другие. Не богатая. Не знаменитая. Просто тихая душа в России, живущая под серым небом и холодными ночами. Это был ноябрь, леденящий душу ноябрь. Месяц, когда дни кажутся короткими, а ночи тянутся, как темные туннели без конца. И в своей маленькой квартире, вдали от шума мира, Светлана сидела одна, дрожа не только от холода, но и от страха. На ее банковском счете оставалось 53 рубля. 5-3. Вот и все. Недостаточно для тепла. Недостаточно для продуктов. Недостаточно, чтобы чувствовать, что жизнь имеет смысл. Ее сердце было тяжелым. Ее вера была тихой. Ее глаза опухли от слез. Она подняла глаза, даже не уверенная, Бог все еще слушал, и прошептал молитву. Не громко, не сильно, не красноречиво. Просторобкая мольба от уставшей души. «Господи, я не знаю, что делать. Пожалуйста, помоги мне». И затем тишина. Ни грома, ни ангелов, ни огня с небес. Только холодная тишина. Но чего не знала Светлана, судьба, было то, что пока ее голос дрожал в маленькой комнате, ей молитва примемила в небесах. Пока ее надежда была тонкой, как нить, и ей выражит завет. Потому что Бог слышал. И Бог увидел. И внутри 7 дней чудо снизошло, как снег сверху. Старый друг, с которым она давно не общалась десятилетия, появился у ее двери. Без предупреждения. Без ожиданий. Он посмотрел на нее глазами, полными эмоций, и сказал:
ты была у меня на сердце уже несколько дней. Не знаю почему, но я чувствовал, что должен тебе помочь. В его руке подарок 1 миллиону. Не кредит, не сделка, точка благословения. То, что мир называет совпадением, было божественное вмешательство. То, что другие называют удачей, было сверхъестественное движение небес. Ее вера даже слабой, даже неуверенный был ключ, который разблокировал дверь к избыток. Одинаковый Бакто слышал шепот Светланы, теперь наклоняется низко, чтобы услышать сердце. Поэтому я должен спросить вас, сколько раз ты был в той комнате? Может быть, не в России. Может быть, не в снегу. Но в том пространстве, где все, что у тебя есть, это разбитое сердце и рушащееся равновесие. Когда деньги иссякает, но счета нет. Когда все вокруг молчат, но ваш боль крики. Когда даже твои молитвы кажутся эхом. Когда тишина небес заставляет тебя сомневаться в своих ценностях. Вы там были. Вы когда-нибудь смотрели на своих детей и задумывались, как их кормить? Вы избегали телефонных звонков, потому что знали, что это очередной коллектор. Вы лгали близким, притворяясь, что все в порядке, просто чтобы они не волновались. Вы когда-нибудь задумывались, хотя бы на мгновение, о том, что, может быть, вас прокляли, может быть, вас забыли, может быть, Бог бросил тебя? Пусть история Светланы разрушит эту ложь. Потому что если Бог ответил ей из холодной квартиры в Москве, Он может ответить вам. Если вероразмер шепота мог вызвать миллионы, то что может быть ваша молитва разблокировать? Что благословение же движется к вам, скрытый во времени, ожидая, когда ваше сердце откроется. Это не шумиха. Это не просто надежда. Это святая реальность. Не тот же Бог, не другой, кто ответил Светлане, кто рассек море для Моисея, кто принес манну в пустыне, кто воскресил Лазаря из могилы, тот же самый Бог движется сейчас в вашей жизни. Даже если вы этого еще не чувствуете. Даже если ваш дух слишком устал, чтобы кричать. Даже если все, что у вас осталось, и то тихая молитва и разбитое сердце, небеса ближе, чем ты думаешь. Светлане не нужно было кричать, чтобы ее услышали. Тебе тоже не нужно. Ей не нужно было знать нужные слова, только правое сердце. И у тебя это есть, не так ли? Ты выжил. Ты все еще здесь. Через каждое предательство. Каждое выселение. Каждый овердрафт. Каждое разочарование. Ты все еще дышишь. И это значит, багня закончена. Поэтому позвольте мне спросить вас от всей души, от души, что бы изменилось, если бы вы снова поверили? Что бы открылось, если бы вы осмелились помолись еще раз? Что если урожай, что удерживалось в течение многих лет, является всего лишь одним актом вера прочь? Боль, которую ты перенес, не осталась незамеченной. Слезы, которые ты выплакал, наполнили священную чашу на небесах. Завет над вашей жизнью не может быть стерта, обещать на ваше имя все еще активен. И наследование-то, что было написано кровью Христа, по-прежнему принадлежит вам. Есть дверижду вашего стука. Ключи уже создан, чтобы соответствовать замки. Вы боролись секунд, есть богатство, да, деньги, но более того, мир надеется восстановление здоровья, ясность зрения и радости, ожидая, чтобы излиться на тебя. Но вот божественное напряжение. Вера открывает то, что страх задерживает. Светлана могла бы промолчать. Она могла бы обвинить Бога. Но она выбрала молитву. Она выбрала самый маленький акт веры. И небеса взорвались в ответ. А вы? Ты готов снова прошептать? Вы готовы открыть свое сердце даже после всего, что пришлось пережить? Готовы ли вы сказать:
«Боже, я все еще верю». Хоть немного. Потому что этого немногого достаточно. Этого семени достаточно. Этого шепота достаточно. Это ключ. Это искра. Это код, который открывает дверь к вашему чуду. То же самое чудотворение, которое посетил холодный ноябрь в России, теперь стоит над твоей жизнью, протянув руки голосом, подобным грому, но нежным, как вздох, и говорит: «Я слышал тебя. Я видел тебя. И теперь время твоей нужды прошло». Разве вы этого не видите? Это не просто история. Это зеркало. Священное отражение. Потому что ты Светлана. Ты та, кого небеса выбрали следующей. Ты та, для кого этот момент создан. Ты тот, кому приходит чудо. Так что готовьте свой дух. Поднимите свой вера. Шепни свои молитвы. Ваш момент на 1.000000 может выглядеть не так, но его сила не уменьшится. Потому что Бог из избыток, Бог из трансформации, Бог священного благословения движется сейчас и в следующий. Пусть эта истина глубоко отзовется в вашем сердце. Бог не хочет, чтобы вы выжили. Он хочет, чтобы вы процветали. Он хочет, чтобы ты процветал, переливался, возвышался, как свет, прорывающийся сквозь бурю. Он не создал тебя, чтобы ты жил на грани отчаяния, чтобы ты просил хлеба, пока твоя душа мечтает о судьбе. Он создал тебя для богатства, для избыток, для чудесные утра и вечера, пропитанные славой. Он сделал тебя сосудом божественного благословения, живое свидетельство того, что небеса могут сделать с жизнью, которая осмеливается полагать. Но вот наступает переломный момент. Порог священная развилка дорог. Потому что даже если избыток уже записано в вашу судьбу, даже несмотря на то, что завет над вашей жизнью реально, даже если урожай ждет, как плод, созревающий под солнцем, есть один состояние. Один ключ. Вы должны полагать. Не небрежно. Не время от времени. Никогда удобно. Ты должен выбирать верить, даже когда обстоятельства смеются вам в лицо. Вы должны сохранить свою веру как огонь в костях, когда банковский счет равен нулю, а шкафы отдают пустотой. Вы должны стоять, когда все вокруг тебя трясется, и скажи: «Все равно я доверяю тебе, Господь». Вот это как раз тот тип веры, который двигает горы. Это своего рода молитва, которой открываются двери. Это то сердце, которое открывает чудо. Но вот в чем священное напряжение. Дорогой дека, вы не сможете достичь богатства, если вы все еще говорите на языке бедности. Вы не можете нести благословение, если ваш разум прикован к отсутствию. Вы не можете ожидать божественное изобилие, если ваше сердце полон сомнений. Вера — это не просто надежда, это мост между небом и землей. Это то, что тянет невидимое в видимое, невидимые ресурсы духовного царства в вашу осязаемую реальность. Прямо сейчас Бог не удерживает возблагословения, Он ждет твоего разрешения. Он ждет твоего «да». Твоего настоящего, непоколебимого, непреклонного «да». Тот момент, когда ты перестаешь удивляться и начинаешь ходьбу. Когда вы перестаете спрашивать, возможно ли это, и начинаете заявлять: «Это возможно, уже сделано». Итак, позвольте мне спросить вас, чему ты позволил говорить громче обещания Божьего? Это страх? Этот настойчивый шепот, который говорит тебе, что уже слишком поздно? Это стыд? Память об ошибках, которая мешает вам чувствовать себя достойным? Это разочарование. Навязчивый голос, но в прошлый раз не получилось. Потому что вот контраст, который должен глубоко ранить: вера против страха. Бедность против богатства. Послушание против сомнения.
Обещание против боли, и только одна сторона побеждает. Только одна сторона может управлять вашим будущим. Момент, который вы выбираете, Вера, в тот момент, когда вы полагать, ты активируешь то, что никто не может украсть. Ты будоражишь небеса. Ты освобождаешь ангела двигаться от вашего имени. Вы заставляете духовные стены падать и двери, которые годами сопротивлялись, чтобы широко распахнуться. Это сила, которую вы несете в себе, если вы выбираете ходить в нем. Представьте себе это вместе со мной. Что, если бы Светлана никогда не молилась? Что, если бы она приняла холод, недостаток, дефицит как свой вечный приговор? Что, если бы она сказала «это просто жизнь» и похоронила свою надежду? Она бы никогда не увидела чуда. Она бы никогда не получила 1 миллион. Не потому, что Богне хотел благословлять ее, но поскольку она не протянула руку, чтобы прикоснуться к краю благословения. А что теперь с тобой? А что, если ваше чудо ждет только вашего движения? Что, если ваш наследованный парил прямо над вашей головой, ожидая, когда ваш голос скажет «Я принимаю»? В этом святом пути скрыта моральная дилемма. Выберете ли вы комфорт привычной борьбы или неизведанную территорию изобилия, наполненной верой? Один чувствует себя безопаснее, но другой приносит трансформация. Бог не просит тебя быть совершенным. Он не просит тебя заслужить свой путь в процветание. Он просто спрашивает, осмелишься ли ты довериться мне? Потому что вера – это семя, которое приносит урожай. Это не деньги. Это не влияние. Это не связи. Это вера. И ваш верание обязательно должен быть огромным. Он должен быть только настоящий. Чувствуете ли вы сейчас напряжение в груди? Это ваш дух распознавания истины. Это божественный стук в вашу дверь, невидимое давление на видимое, чудо начинает трескаться сквозь почву твоих сомнений. Потому что ты не просто зритель. Ты следующее чудо в движении. Вы тот, кого вытаскивают из нищеты в избыток, от страха в вера, из тишины в откровение. Но что должно измениться? Твой язык. Говори о жизни, а не о нехватке. Твой ожидание. Хватит ждать поражения. Ожидайте благословения. Твой личность. Ты не проклят. Ты выбранный. Ты не забыт. Ты есть отмечена. Ты не оставлен. Ты есть помазанный. Твой фокус. Не смотри на дверь. Найди ключ. И это ключ внутри тебя – вера. Во что вы верите, Бог о себе, о своем будущем определит, останетесь ли вы в Египте или пойдете в свои земли обетованные. Вы не можете оседлать обе стороны. Вы не можете жить в памяти своих неудач, ожидая благословения вашего будущего. Поэтому я спрашиваю еще раз, ты веришь? Вы верите в это? Бог хочет благословить вас не только духовно, но и финансово. Верите ли вы, что Он хочет, чтобы вы спали спокойно, а не в панике? Верите ли вы, что Он хочет, чтобы вы владели, а не арендовали, давали взаймы, а не занимали, жить, а не просто выжить? Потому что твоя бедность имеет срок годности. Но оставите ли вы его позади, зависит от одного – твоя вера. Это не теория. Это не эмоции. Это духовный закон. Небеса отвечают на веру. И прямо сейчас перед вами божественное приглашение. Перейдите черту. Покиньте знакомую глушь. Шагните в неизведанный сад благословения. Не оставайся прикованным к тому, что было. Не довольствуйся крошками, когда стал накрыт.
Бог уже отметил вашу жизнь избыток, обещатства и завет наследование ждет. На ключ является ты. Поэтому я говорю это с любовью, с огнем и с божественной властью. Осмелитесь верить. Осмелитесь ожидать. Осмелитесь молиться снова. Потому что тот, кто верит даже немного, это тот, кто открывает чудо. И ты, моя любимая, ближе, чем когда-либо. Оставайся со мной, дверью открывается. Следующее слово может быть тем, которое меняет все. Закройте глаза на мгновение и осмелитесь представлять себе. Откройте свое банковское приложение и увидите депозит, неожиданный, необъяснимый, но несомненно реальный. Представьте себе, что каждый счет оплачен до срока. Не просто оплачен, а оплачен с переполнением. Представьте, что ваш холодильник полон, ваш стол изобилует, ваше сердце больше не отягощено тревогой о том, чего не хватает, а наполнено священной благодарностью за то, что чудесным образом было предоставил. Представьте, что ваш дом не наполнен эхом беспокойства, а звенит смех с хвалой, с миром. Это не фантазия. Это не заблуждение. Это благословение, и Бог имеет уже написано над вашей жизнью. Ты уже отмечена для изобилия, богатство на нем в невидимом мире начертано твое имя, божественные ресурсы выстроены в ряд, ожидая, когда их выпустят в вашу реальность. В тот момент, когда вы сказали «да» в своем духе, в тот момент, когда вы осмелились полагать, небеса начали двигаться, ангелу, назначенный вашему наследованию, наклонился вперед, дверь давно заржавел, закрыл, начал сдвигаться. Потому что, когда ваш вера движется, Бог отвечает. Это не транзакция. Это завет. Ты не просишь объедки. Ты стоишь в очереди за наследование священной, запечатанной кровью обещать. И тот, кто сделал это, обещать не лжет. Он не меняет своего мнения. Его не пугают ваши долги, ваше прошлое, ваша надломленность или ваши сомнения. Он знал каждую бурю, с которой вы столкнетесь, и все равно Он выбрал вас. Все равно Он благословенный ты. Тем не менее, Он отметил твою жизнь чудодейственная сила. Дитя-король, почувствуйте это в своих костях, ты уже благословлен. Чудо не просто приходит. Оно уже движется к вам. Благословение — это не просто будущее. Оно разворачивается сей краткий час. Даже когда ты слушаешь. Даже когда ты сидишь в своей комнате, может быть, в тишине, может быть, в скрытых слезах, Дух Божий парит над вашим домом. Он дышит в ваши сухие места. Он говорит жизнь в ваши финансы, ваши отношения, ваше тело, ваш дух. Вы это чувствуете? Тепло там, где когда-то был холод. Волнение там, где когда-то был покой. Это ощутимое присутствие Бога, подтверждая то, что уже было сказано: вы не созданы для жизни в нужде. Вы созданы для жизни в избытке. Не заведжив, обещать активен, урожай готово, и теперь вы вступаете в сезон выполнения. Это не просто вопрос денег. Это вопрос свободы. О том, как увидеть богатство небесных, восполнить нужды вашей земли. А просмотри благословения преследовать вас, а не вы их. О жизни в мир не паниковать. Ясность, а не путаница, радость, а не суждение. Речь идет об прославляться во всех сферах своей жизни. Но начинается он с одного слова «да». Да, вера. Да, вера. До получения нечто уже твое. Вот и все Бог сегодня просит. Не за ваше совершенство, не за вашу производительность, а за ваше разрешение. Позволишь ли ты Ему благословить вы? Откажетесь ли вы от своего графика, своей стратегии, своих страхов, своей гордости, и позволите ли вы Ему наполнить вашу жизнь избыток небес? Потому что Он этого хочет.
Он хочет покрасоваться в твоей жизни. Он хочет, чтобы другие смотрели на тебя и говорили: «Только Бог мог бы сделать это». Он хочет, чтобы ваша история стала знак. Живое доказательство того, что чудеса не древние, а не сейчас. Что благословение – это не абстракция, это личный. Что богатство не только для сильных мира сего, но и для верующих. Вы не забыты. Вы не невидимы. Вы не ошибка. Ты – сосуд божественная милость. Вы являетесь носителем вечное обещание. Ты тот самый Бог решил подняться, стать пример, быть свидетельством, в котором нуждаются другие. Время страха прошло. Время сомнений прошло. Сейчас самое время верить, как никогда прежде. Верить всем сердцем, верить дрожащими руками, верить даже тогда, когда это еще не имеет смысла. Потому что такого рода вера зажигает сверхъестественное. Такого рода да пробуждает территория чудес. Это твой момент. Дверь не просто открывается, он широко распахивается. Ключ уже в ваших руках. И урожай давит на стены ваших ожиданий, готовый ворваться в вашу жизнь. Вы его получите. Поднимешь ли ты свой глаза из праха и посадить на трон? Перестанете ли вы измерять свое будущее своим прошлым и начнете измерять его и обещать? Перестанете ли вы подсчитывать, сколько вы можете заработать, и начнете ли верить в то, что вы уже унаследовали? Потому что вот правда, вы не ждите чудо ждет вас. Он ждет вашего вера. На вашем «да». На вашей готовности сказать: даже если это пугает меня, даже если это не имеет смысла, Бог, я доверяю Тебе. Я принимаю. Я верю. Я отдаюсь, звездочка, и когда вы это говорите, все меняется. Небеса освобождают. Цепи рвутся. Двери открыты. И избыток потоки. Так пусть же это будет моментом, когда вы это объявите: моя бедность заканчивается здесь. Моя скудость умирает сегодня. Мое чудо живет сейчас. Мой Бог благословил меня. Я избран. Я готов. Я говорю «да». До богатства вы не ожидали. До мир вы не считали это возможным. До урожай вы почти сдались. До Бог, который никогда не сдавался. Теперь я хочу, чтобы вы заявить об этом публично. Не только в вашем сердце, но и в ваших действиях. Если вы чувствуете благословение, если вы знаете, что это слово пронзило вас, если вы вступаете в свое чудо, я хочу, чтобы вы прокомментировали ниже. Произнесите это вслух. Напечатайте это с верой. Заявите в комментариях: я говорю «да» благословению. Мое чудо сейчас. Пусть небеса это услышат. Пусть ад содрогнется. Пусть ваше сердце поверит в это. Потому что сегодня не просто очередной день. Сегодня тот самый день все меняется. Вы уже благословенный. Вы уже выбранный. Вы уже трансформировался. Скажите «да» и смотрите, чудо найти тебя. Представьте себе это. Вы просыпаетесь однажды утром и, как всегда, открываете свое банковское приложение, наполовину ожидая привычной пустоты. Но сегодня что-то другое. Вот он. Депозит. Необъяснимый. Обильный. Переполняющий. Не от вашей работы. Не от любого человека. Это божественно. Священно. Сверхъестественное обеспечение. Бог послал его. Потому что Бог услышал вас. Он видел ваши бессонные ночи, слезы, которые мочили вашу подушку, тихие крики,
которые вы никогда не осмеливались произносить вслух. И теперь он отвечает: не словами, а благословением. Это не вымысел. Это не фэнтези. Эта вера становится реальной. Это невидимое становится видимым, обещание обретает форму. И это начинается не с действия, не с усилия, а с «да», «да» от сердца, от души. Отданное, священное «да». Это «да» – ключ. Это «да» – это дверь. А с другой стороны находится избыток, а не дефицит, точка богатства, а не недостаток, эко здоровье, а не слабость, эко радость, а не печаль. Пусть твой дух пробудится, дитя мое. Пусть твое сердце прими эту истину, ты не забыт. Ты не упущен из виду. Ты не отвергнут. Ты выбранный. Ты сосуд. Ты несешь завет, что было написано на небесах до твоего рождения. Написано, что урожай принадлежит тебе, что наследство найдет тебя, что чудеса приписаны твоему имени. И теперь дверь божественного благословения начала со скрипом открываться. Чувствуете? Изменения в атмосфере. Это не ваше воображение. Это не просто эмоции. Это сверхъестественный шепот небес, касающийся ваших обстоятельств. Это Святой Дух, волнующий воды. Это Бог движется. И Он спрашивает вас сейчас: хватит ли у вас веры, чтобы принять невозможное? Вы восклицали: «Боже, когда же это изменится?» Ответ – сейчас. Не завтра. Не в следующем месяце, точка сейчас. Потому что вера – это не концепция для изучения, это ключ для использования. Это ваше оружие, твой валюта, твой семя. Вера открывает небеса. Вера двигает горы. Вера вызывает неожиданное благословение пролиться на твою жизнь, как дождь на сухую землю, точка неожиданный депозит. Это всегда было частью моего плана. Это невидимое исцеление. Это уже началось. Это чудо-деньги, что аннулирование долга, что предложение о работе, что благоволение у людей и у Бога. Он движется к вам прямо сейчас. Но, дитя мое, слушай внимательно. Прежде чем оно попадет в твою руку, оно должно обосноваться в твоем сердце. Вы должны полагать это твое, прежде чем ты это увидишь. Это тест. Это секрет немногие понимают, точка богатства начинается внутри, точка избыток начинается в душе. Если ваш дух выровнен, ваша реальность последует. Это мой божественный образец. Это мой вечный закон. В твоем доме больше не будет слышен плач. Смех приближается. Твой стол больше не будет пустовать, там будет переполнение. Ваши молитвы больше не будут возвращаться в тишине, точка ответ уже был опубликован. Я не забыл твою просьбу. Я не игнорировал твою боль. Я готовил твою способность получить полноту того, что я уже говорил. Я расширил вашу территорию. Я ковал ваш вера как золото в огне. И вот огонь рассеялся. Теперь тучи расступились. Теперь ты будешь ходить по благословению. Произнесите это вслух, и я принимаю. Произнесите это со всей своей силой. Это мой момент. Потому что, когда ваше сердце говорит «да», чудо начинается. Когда твоя душа соответствует моему обещанию, урожай освобожден. Ты не просишь объедки. Ты дитя короля. Ты наследник непоколебимому завет, точка наследования уже твое. Не измеряй свое будущее прошлым. Не измеряй свой потенциал зарплатой. То, что я делаю в тебе, это не ограничивается числами, не ограничиваясь тем, что имеет смысл. Я не жду экономики. Я не задерживаюсь тем, что человек отрицает.
Я Бог умножения, Бог, который берет 5 хлебов и 2 рыбы и кормит 1000. Я есть Бог внезапных прорывов, воды из скал, из изобилия в пустынях. Да, дитя мое, я знаю, что ты страдала. Я знаю, что ты слышала «нет» чаще, чем «да». Но я не мужчина, я не лгу. Что я обещал, то и сделаю. Что я провозгласил над твоей жизнью, то и сделаю. Тебе не нужно понимать, как. Тебе просто нужно держаться за воз. И я есть Ичера, сегодня и всегда одно и то же. Вы вступаете в сезон божественное изменение. Где были потери, там будут и потери. Прирост. Где был долг, там и будет свобода. Где был стыд, там и будечесть. Где была болезнь, там будет и здоровье. Битва, которая почти сломала тебя, была также землей, где я посадил тебя. Величайшее благословение. А теперь послушай, ты держатель для ключей. Вы открываете комнаты, в которые ваша семья никогда не заходила. Родовые проклятия ломаются. Циклы бедности, отчаяние и нехватка. Они останавливаются вместе с тобой. Потому что ты осмелился поверить. Потому что твои эхо громче, чем ваш страх. Вы вносите новое наследие, наследие чудеса, из богатства, из радости. И теперь, возлюбленная, я спрашиваю тебя, зачем вы верите Богу? Оставьте комментарий ниже и провозгласите его. Произнесите его с верой. Потому что ваше заявление не только для вас, это сигнал небесам, крик веры, искра силы. Я хочу прочитать вашу веру. Я хочу увидеть, над чем вы стоите. Поделитесь им, и пусть это пространство будет заполнено хвалить, с пророчества, с обещать. Ваше чудо уже движется. Ваше «да» просто сделало его явным. Войдем же теперь во святилище. Не со страхом, но с верой. Не с сомнением, а со смелым ожиданием. Пусть это будет больше, чем молитва. Пусть это будет священный момент завета, божественный миг, где твоя боль встречается с его болью обещать, где ваше прошлое сталкивается с вашим наследованием и где ваш чудо больше не откладывается, а активированный. Повторяйте за мной из вашего сердца, от вашего духа, из самой глубины твоего существа. Господи, наполни наши пустые сосуды. Так же, как ты сделал с вдовой в 4 царств 4, который кричал в отчаянии, обремененный долг, напуганная тяжестью своей реальности. У нее не было ничего, кроме маленькой банки масла и еще меньше надежды. Но ты, о Бог, ты умножила то, что казалось недостаточным. Ты наполнила каждый сосуд, который она могла собрать. Ты превратила дефицит в избыток. Ты отменил ей долги. Ты принес честь там, где когда-то было унижение. И мы стоим здесь сейчас, поднимая наши собственные сосуды, наши мечты, наши финансы, наши разбитые сердца, и мы просим, Господь, сделай это снова. Умножь то, что мы приносим. Лей, пока мы не переполнимся. Выпусти масло благословения. Спешите наши долги. Твое слово говорит в Колоссянам 2 часа 14 минут. Он отменил запись обвинений против нас и унес ее, пригвоздив ее к кресту. Вы не просто Бог, который спасает наши души, но Бог, кто стирает то, что обременяет нашу жизнь. Поэтому мы смело приходим, заявляя, что финансовый долг – это не наша судьба. Мы не будем жить в цепях кредитов, неоплаченных счетов, стресса, который крадет наш сон. Мы стоим на обещании Второзаконии 28:12, и будешь давать взаймы многим народам, а занимать ни у кого не будешь. Мы принимаем это сейчас. Не воинством, не своей силой, но духом живущих Бог долги аннулируются. Цепи разорваны, бремя снято. Пошли свой обильный дождь.
Как вы заявили в Иоэль 2, 23-24, Он дал вам осенние дожди, потому что Он верен. Он посылает вам обильные ливни, гумна будут наполнены зерном, точила будут переливаться новым вином и маслом. А Боже, как Ты верен! Ты не просто посылаешь воду, Ты посылаешь переполнение. И как Ты послал манну в пустыне, как Ты послал воду из скалы, так мы просим сверхъестественное обеспечение. Это не имеет логического смысла. Деньги, где его не было, возможности которые не поддаются квалификации, услуга которой ускоряет время, богатство которой отвечает потребностям поколений. Пусть дожди падают на наши сухие места. Пусть цветение пустыни. Пусть каждое семя вера теперь получите его урожай. Отец, мы приходим не как нищие, но как наследники. Мы напоминаем нашим душам о том, что Ты уже сказал в Римлянам 8 часов 17 минут. Если же мы дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Это означает, что наше наследование – это не теория, это правда. Это наш. Он запечатан в кровный завет. И никакая сила тьмы, никакое промедление, никакое человеческое противодействие не смогут отменить то, что Ты сказал. Мы не просим Тебя о чем-то, что находится вне Твоей воли. Мы подчиняемся тому, что Ты уже желаешь дать, о Бог. Вы наслаждаетесь процветанием Твоего слуги. Псалом 35, 27. Ты радуйся в благословении тех, кто доверяет Тебе. Так что мы доверяем. Мы сдаемся. Мы говорим «да». Да чудо. Да избыток. Да благословение, на котором есть наше имя. И мы вспоминаем сейчас, Господи, что Ты открыл через историю Светланы. Ты научил нас через ее момент отчаяния и награды, что наша подготовка даже в боли никогда не была напрасным. Что наш сезон бытия скрытый не был отторжением, а защита. И так же, как Ты действовал ради нее, совершив чудо столь великое, что оно изменило всю ее историю, теперь Ты действуешь и ради нас. Мы принимаем божественный обмен. Пустыня для рек, пепел для красоты, отсутствие наследства, страх за веру, тишина для прорыва. Мы постановляем и заявляем, небеса теперь открыты над нами. Вы изливаете богатство, возможности соединения и свобода. Мы произносим эту молитву в каждом доме, связанном с ней. Пусть дух бедности быть сломанным навсегда. Пусть дверь из богатства распахиваются. Позволять веровостань там, где когда-то жил страх. Пусть каждая молитва, произнесенная шепотом в темноте, теперь будет отозвана эхом крик славы на свету. Пусть это будет сделано согласно Ваше Слово «Бог». Мы заявляем то, что Ты заявил в Малахии 3 часа 10 минут. Испытайте меня в этом, посмотрите, не распахну ли я шлюзы небесные и не залью ли столько благословений, что не хватит места для их хранения. Мы верим. Мы ожидаем. Мы получаем. Господи, мы тоже помним Исайя 43, 19. «Вот, я делаю новое дело». Оно уже появилось, и вы не чувствуете его. Я прокладываю дорогу в пустыне и потоки в степи. Это наше подтверждение. Вы не делаете то, что мы уже видели, вы делаете что-то новое. Что-то священное. Что-то необычайное. Мы откладываем свою гордость. Мы отпускаем свои временные рамки. Мы прекращаем борьбу за контроль. И мы открываем свои руки, свои умы, прежде всего, свои сердца. Потому что ключ никогда не был снаружи. Ключ всегда был в пределах нас. Вера был ключ. И мы его сейчас поворачиваем. Открыть каждая дверь – Бог. Открыть каждое окно. Разорвите завесу между тем, что видимо, и тем, что обещано. И пусть наше чудо встретимся не в следующем году, не в следующем месяце, но сейчас. Мы благодарим Тебя за уже начавшееся преобразование.
Мы благодарим Тебя за богатство, это уже течет. Мы благодарим Тебя за наследование, которое невозможно украсть. Мы благодарим Тебя за завет, который невозможно сломать. И мы благодарим Тебя больше всего за то, что мы ваши. И поскольку мы Твои, мы не оставлены. Мы не брошены. Мы не пустые. Мы благословенны. Мы благоприятствовал. Мы заполнены. Во имя могучего, вечного, непоколебимого Иисуса Христос мы запечатываем эту молитву. Мы запечатываем яго вера. Мы запечатываем яго ожидание. Мы запечатываем яго благодарение. Аминь. И аминь. Пусть эта молитва станет вашим ежедневным заявлением. Пусть она заполнит тишину вашего утра. Пусть она отзовется эхом в коридорах вашего сомнения. Пусть она станет знаменем победы за каждую ложь, которая говорила тебе, что Бог покончил с тобой. Он еще не закончил. Он только начинает. Ни чудо больше, ни надежда – это твоя реальность. Теперь, если эта молитва нашла отклик в вашем сердце, дух, я прошу вас от всего сердца, оставьте комментарий ниже. Пусть небеса увидят ваше заявление. Писать – это молитва моя. Мое чудо сейчас. Провозгласите это публично. Пусть другие увидят вашу веру и воспламенятся. Потому что когда одна душа верит, небеса поют. И прямо сейчас рай этопаю над тобой. Возлюбленные, мы прошли вместе священный путь. Божественное раскрытие. От молчаливого страдания к священному откровению. От шепота молитвы к реву обещания. От сухих мест до переполненных реки. И теперь, когда мы завершаем это послание, поймите следующее – это не конец. Это ваше начало. Твой чудо был активирован. Ваша трансформация уже началась. Что было пустыня, теперь цветет. То, что было пустым, теперь наполнено. То, что было стыдом, теперь частичка Бог услышал твой крик. Он увидел твою боль. И сегодня Он ответил изобилием. Возможно, ты еще не видишь полной картины своими естественными глазами, но твой дух знает, он чувствует сдвиг. Вы чувствуете тепло нового сезона. Вы чувствуете дрожь разрыва цепей. Вы чувствуете предвкушение богатства. Это больше, чем деньги. Это мир, это восстановление, это божественная услуга. Одинаковый Бог, кто наполнил сосуды вдовы, кто двигался в жизни Светланы, кто умножал хлеб в руках Иисуса, теперь умножает благословение в твою жизнь. Он превращает твою веру в плод. Твоя молитва в обеспечение. Твоя боль в силу. Помните молитву, которую мы вознесли несколько минут назад. «Господи, наполни наши пустые сосуды, как Ты сделал это с вдовой. Прости наши долги. Пошли обильный дождь Твой». Держите это в своем сердце, как ваш ежедневный плач, потому что Он делает именно это. Прямо сейчас. Небеса не закрыты. Они открыть. И из них течет наследование, написано в Твоем имени до начала. Времен. Благословение не просто приходит. Это происходит доставленный к богатствам нужно, чудово надеялись, возможностью не ожидали. Все это происходит выпущенный из тронного зала Бог в вашу повседневную жизнь. Но помните это, вера должна продолжаться, вера должен оставаться зажженным, как лампа в твоей душе. Не позволяй сегодняшнему пламени угаснуть в завтрашних отвлечениях. Поддерживай огонь. Произнеси слова. Провозгласи обещания. Идите так, как будто прорыв уже здесь, потому что он является. Позвольте мне оставить вас с одной последней истиной. Это было не просто сообщение, это было вызовы. А божественное назначение.
Священное напоминание о том, что вы не забыты. Вы есть и выбранный. Ты судно из избыток. И твоя жизнь будет определяться не тем, что ты потерял, а тем, что боксейча сльется рекой. Итак, вот что вам нужно сделать дальше. Напишите в комментариях ниже: «Это молитва моя». «Мое чудо сейчас». Пусть это будет вашим заявлением. Пусть это будет вашей печатью. Пусть это будет вашим криком веры в атмосферу. Вы не просто смотрите. Вы получение. Ты не просто слушаешь. Ты утверждая. Ты не просто надеешься. Ты веря. И если это слово затронуло что-то глубоко в вашей душе, сердце, если это принесло слезы, или ясность, или святую боль за трансформацию, я прошу вас подписаться сейчас. Подпишитесь не только для того, чтобы оставаться на связи, но и для того, чтобы оставаться готовой. Потому что это только начало вашего путешествия в божественное богатство, и следующее слово, которое Бог имеет для вас, может быть следующим ключом в вашем прорыве. Впереди еще много открытий. Ищи секреты быть раскрыто. Подробнее двери открыть. И я хочу, чтобы ты был частью каждого из них. На следующем занятии мы более подробно рассмотрим, как поддерживать свое чудо, как жить в вечное благословение, а не просто временный прорыв. Вы не захотите его пропустить. Потому что то, что будет дальше, это стратегия для управляющей изобилием, для прогулки в вашем завет каждый день и для того, чтобы стать судном, через которое другие будут благословлены. Но сейчас покойтесь в этой истине, вы уже благословлены. Вы уже выбраны. Вы уже изменились. Так подними же голову, дите обещать. Улыбнитесь еще раз, дышите легко. Хвалите свободно, цепи разорваны, долги аннулируются, чудеса освобождены. И ваш пустыня цветет. Это твой сезон сбора урожая. Настал ваш момент подняться. Настало время поверить, как никогда раньше. Так что не уходите молча. Заявите об этом в комментариях. Подпишитесь. Оставайтесь на связи. Оставайтесь в ожидании. Потому что Богне сделано. У него есть более избыток, более чудеса, более божественный дождь. И если ты останешься со мной, ты получишь все это. Я благословляю тебя сейчас в имя Иисуса Христа, с мир, с услуга, со сверхъестественным богатством и переполнение из самых богатых на небесах наследования. До следующего раза придержите свой вера близко и ваше ожидание высокий. Ваши лучшие дни начать.